Ребята, всем привет с Филиппин, с острова Сибу. Всем привет! Вы смотрите канал Big Trip Vlog. Сегодня мы прогуляемся по его столице Сибу-Сити и посмотрим культурные и исторические достопримечательности. Мы находимся в городе Сибу. Из Кагаян-де-Оро мы приплыли сюда на большом теплоходе. Было ощущение, знаете, как будто бы ты смотришь фильм «Титаник», потому что это был огромнейший теплоход. Плыли мы где-то 9 часов, и там были интересные каюты различных типов. Нам эта поездка обошлась в 2300 песо с человеком. Мы выбрали тип класса «Делюкс Турист». У нас была отдельная каюта, рассчитанная на 8 человек. Но мы были абсолютно одни, поэтому огромнейшее пространство только для нас с Кириллом. Там сделаны еще кровати, они похожи на кровати, как в обычном поезде. Правда, в нашей каюте еще стоял телевизор, было очень чисто, комфортно. Поэтому нам даже было жалко, что поездка была всего лишь 9 часов, потому что это было ночью. И мы бы с удовольствием, наоборот, поспали еще подольше. Поэтому мы из Кагаян-де-Оро поехали, сели на теплоход в 8 часов вечера и приплыли сюда в 5 утра. И забыла сказать, что, конечно же, до Кагаян-де-Оро мы поехали из Давао. Мы не стали снимать вам оттуда еще раз видео, потому что мы просто поехали туда получить наши ID-карты, которые делают уже после нескольких месяцев нахождения на Филиппинах. Поэтому не стали просто делать выпуск. Немножко отдохнули, пожили в отеле несколько дней и потом уже на теплоходе приехали сюда. Так выглядит наш отель. Называется он Аметист Бутик Хотел. Мне не удалось перейти здесь дорогу, он располагается на главной дороге. Здесь бешеное движение, поэтому я вот так вот аккуратненько прошла сбоку. Рядом с отелем располагается небольшая пекарня. Здесь можно купить булочки, пирожные, заказать пиццу, даже тортики есть различные. Еще что удобно, рядом с нашим отелем есть массаж. Это сеть, называется Тайбуран. Она есть во многих филиппинских городах. Например, в Давао тоже была эта сеть. И мы туда ходили с Али каждый вечер. Массаж нам стоит всего лишь 400 песо. Это ресепшн отеля, красиво украшенный. На улице так жарко, а здесь сразу прохлада, отлично работают несколько кондиционеров. Нас быстро зарегистрировали, сейчас нас девушка тоже регистрирует. Свое название отель оправдывает. Здесь действительно есть камни аметиста различных видов. Причем здесь не только полка, но еще если посмотреть на стойку регистрации, там тоже, видите, камни. Вот там два огромных. Очень красивый ресепшн, диванчики, кресла. Хотя здесь достаточно бюджетные номера, 1500 песо без завтрака. С завтраком 1850 песо.
Сразу же можно пройти к лифту и отправиться к нам в номер. Покажу, в каком номере мы проживаем. На втором этаже располагается ресторан, но мы скоро пойдем на завтрак, поэтому сразу же вам покажем территорию ресторана, когда пойдем кушать. Вот, также там можно заказать обед, ужин, отдельно нам дали меню, поэтому при желании можно сходить еще и на ужин, то есть не выходить в город. Но мы сегодня идем гулять, поэтому поужинаем где-то поблизости. Пойдем в наш номер. Он очень просторный. Вместительный шкаф. Сюда положили свои вещи. Есть сейф, вешалки. Что удобно, тут есть холодильник. Без мини-бара, но можно купить свои напиточки. Сразу большую бутылку. Есть чайник, чай, кофе, сахар. Каждый день приносит водичку. Давайте пройдем в душевую комнату. Здесь тоже все кристально чисто практически. Так, что у нас здесь? Лейка. Сантехника нормальная. Так, здесь у нас гель для душа. Шампунь, кондиционер, мыльца. Унитаз. Тоже все чистенько, красиво сделано. Полотенчики. Щетка, зубная паста. Стаканчик для зубных щеток. Зеркало с подсветкой, что очень удобно. Здесь хорошо, конечно. Так, столик, стулья, поэтому можно расположиться с ноутбуком, поработать. Большой телевизор. Огромная кровать, мне кажется, это больше, чем двухспальная. Зеркало в полный рост, картина, которая украшает эту комнату. Ну что, попробуем матрас. Давно я этого не делала. Средней мягкости. Нормально. Так, и вид из окна на главную дорогу. Хороший номер. За 1500 песо, мне кажется, это просто великолепно. Поэтому, чтобы остановиться в Сибу на недолгое время, у нас здесь такая пересадочная зона. Дальше мы поедем на север Сибу, покажем острова. Вот, поэтому в Сибу-Сити мы были. В прошлый раз мы останавливались в городе Мактан, но на острове Мактан, точнее, но не совсем удобно добираться в центр Сибу, потому что пробки, поэтому мы решили поближе к центру здесь остановиться и походить там по торговым центрам, например, может посмотрим еще какие-то достопримечательности в городе. Собственно, такой у нас номер, очень комфортный. Здесь у нас еще включены завтраки, поэтому покажем вам сейчас завтрак. Отправляемся на завтрак. Ты представляешь, на завтрак мы отправляемся на какое-то феерическое шоу. Возможно, не феерический будет завтрак, но, по крайней мере, это будет шведский стол. Подобных завтраков мы давно не встречали в Азии. Небольшой шведский стол. Good morning. Здесь у нас в основном напитки и хлопья. Так, здесь у нас есть чай холодный, кофе шоколадный, обычный кукурузный. Интересные штучки, это получается... Десерт, что-то типа риса там внутри, ну, так, типа стики райс. Также есть горячий шоколад, свежесваренный кофе. Давайте пройдем к основным блюдам. Что у нас здесь есть? Можно сделать тосты с хлебом. При этом к ним подаются джемы различные, манго-джем, клубничный, масличко есть. Так, а это, видимо, рыбку добавляют в бульон, да, наверное? Или просто так ее Не знаю, едят, может, интересно? как закуска, как анчоусы. Сушеная рыбка. Ну да, на завтрак это немножко странно. Картошечка. Картошечка по-деревенски. Куриный суп с кукурузой. Да. Рис.
Рис, да. No rice, no power. Дальше. Яйца. Так, а это у нас овощи, видимо, салат из овощей. Называется ампалая. Угу. Сосиски. Ой. А нет, это что-то, какое-то жареное мясо. Точино или Тосино. тосино? Тосино они называют его. Ну, Мгм. свинина, видимо, красная. Местные блюда. Тоже местные сосиски. Да. Так, и бобы. И бобы, да. Также есть еще салатик и фрукты. Из фруктов сегодня желтый арбуз. Арбузик. А салат почти цезарь, Ну, да. только без курочки. После завтрака мы вышли из нашего отеля, сразу очутились на шумной улице, отправляемся гулять по Сибу-Сити, посмотрим его историческую часть города, различные музеи, памятники архитектуры. Но первым делом ловим такси, потому что на такси достаточно удобно здесь передвигаться, можно вызвать Grab, а можно просто поймать машину, и она вас по счетчику довезет до любого места, и это будет достаточно бюджетно. Примерно $2 по городу. Если более длительное расстояние, может быть $3 максимум. Сейчас мы приехали на одну из самых оживленных улиц и на самый оживленный перекресток. Это Колон-стрит. Улица Колон названа в честь испанского первооткрывателя, которого зовут Кристофор Колумб, всем известно. Это его оригинальная фамилия. А вообще эта улица похожа, как будто бы это маленький мини-Нью-Йорк. Конечно, мы еще не были в Америке, но надеюсь, когда-нибудь там будем. Да, особенно вот эта панорама со зданием очень напоминает улочки Нью-Йорка. Такая мини-копия. На этой улице очень шумно, много перекрестков, много транспорта, попрошаек, каких-то магазинчиков, торговых центров, кстати. Насколько я знаю, эта улица особенно привлекательна вечером. Там она уже начинает играть новыми красками, местной кухни, но на вечер у нас сегодня другие немножко планы. Вот сейчас мы проходим местное транспортное средство, джипни, здесь их полно. По улице Колон легко добраться до монумента, который называется Heritage of Cebu. Это группа небольших скульптур, сделанных из бронзы, из бетона. Представляете, эта группа скульптур была построена всего лишь за 3 года. Строительство велось с 1997 года по 2000. Кстати, мы сейчас находимся в районе Париан, что мы видим по пожарной станции. Это слово образовано от слова «пари-пари», что обозначает бартер или коллаборация. Что из этого примечательно, что раньше это была улица, где велась в основном торговля между несколькими странами, то есть между Филиппинами, Китаем и испанцами. Поэтому эта улица, точнее этот район, носит такое название Париан. С этой стороны открывается более интересный вид на эти скульптуры. Очень красиво. Сибу является одним из старейших городов. Именно здесь высадился Магеллан, который открыл Филиппины, все эти острова. Здесь именно зародилась европейская цивилизация и христианство, чем, конечно же, местные жители очень гордятся. На этой скульптуре изображены основные достопримечательности города Сибу, такие как собор Святого Ниньо, столичный собор и другие. Ну и, конечно же, процесс битвы между Магелланом
и Лапу-Лапу, предводителем филиппинского народа, который здесь проживал древнего. Все это происходило на небольшом островке Мактан, соседний остров Сибу. И также здесь изображен испанский галеон. Совсем рядом находится небольшой дом-музей, в который мы с вами тоже попробуем заглянуть. По этим китайским колокольчикам, шарикам можно легко определить, что этот дом принадлежал китайской семье, был построен из дерева и кораллов. Ну, давайте уже зайдем внутрь. Сейчас мы спустились в сад, который располагается также рядом с домом. Здесь музыкант играет на арфе, детишки танцуют какие-то танцы свои местные, но не в попад, конечно. Вот. Ну, можно отблагодарить музыканта небольшим донатом. Сейчас прогулялись по двухэтажному дому. Как вам ранее говорил Кирилл, дом принадлежал китайской семье. Они были еще и коллекционерами, показывали жизнь филиппинского народа во времена испанской колонии. Сейчас мы гуляем по саду, здесь находятся деревья бонсай, старинный колодец, поэтому дышим свежим воздухом и наслаждаемся этим домом и садом. Стоимость входа в музей составляет 100 песо, как в прошлый, так и в этот. Сейчас мы проходим внутрь. Похоже на какой-то склад, на первый взгляд. Мы даже не сразу поняли, что это дом иезуита или иезуитский дом, не знаю, как более правильно. Здесь мы видим вход. Welcome to the 1713 Jesuit House. This is the oldest dated house in the Philippines. And this wall is original, and as well as this post, original from 1730. So this is all our first gallery. This is all about the history of Cebu. Сказали, что это один из самых старейших домов, которые находятся в Сибу, построен в 1630 году. Камень ничего не меняли, вот как он был построен, так он и есть. Здесь изображены картины и история города Сибу, прибытие Магеллана, его сражение с Лапу-Лапу и то, что, естественно, здесь и произошла смерть Магеллана, потому что Лапу-Лапу победил в этой битве. Calan Street, which is the oldest street in the Philippines. Wow, yeah, we were today here. Это первый театр, который находился в Сибу.
Это Колон-стрит, по которому мы сегодня гуляли. А вот это первый прожектор, который транслировал кино в этом кинотеатре. В какое-то время этот дом был утерян, потому что он практически находился под землей, и его история была неизвестна. Но во времена войны говорят, что здесь прятались американские военные, а позже, в 1950 году, из этого дома сделали ночной клуб. Этот дом также принадлежал китайской семье. Немного теперь в этом музее именно про историю Сибу и других филиппинских островов, которые мы видим, например, вот здесь. Здесь можно посмотреть на крышу этого дома, какой она была раньше. Сейчас мы видим небольшую часть крыши, и раньше это был центральный вход, но сейчас его перекрыли другим зданием. Поднимаемся на второй этаж. Здесь мы снова видим атрибуты Китая. Excuse me, why it's so long? So before, men used to wear like a skirt, especially the Spanish people before. So this is where they relax. They call it a relaxing chair. Ah, it's only Yeah. for relaxing, yes? They can put the one leg here and the other side, and they can chill. Окей. Я просто не понимала, почему такие длинные ручки у кресла. Оказывается, это из-за того, что мебель была сделана испанскими колонизаторами, и им так было удобнее отдыхать. Но, друзья, оказывается, были еще и специальные кресла. Это кресла для рождения детей. То есть, как в гинекологии есть специальные кресла, также и здесь. Пол здесь оригинальный, сделанный из массивного дерева, очень крепкий, хорошего качества. Также и надпись здесь оригинальная, то есть она была с самого начала этого дома, потому что он был построен в 1730 году. Сейчас этот дом принадлежит испанцу, он женился на филиппинке, поэтому решили здесь остаться, и этот музей является его бизнесом. Это просто коллекция этого испанца, который любит тоже коллекционировать старинные вещи, как видите, фотоаппараты, телефоны, ну и, конечно же, машинка Зингер. Здесь 3D-макет этого дома, а здесь мы видим его в оригинале. Здесь кухня в филиппинском стиле. Показаны местные овощи, какие здесь есть. Ну, картошка мы знаем, что она у них в реальности не такая большая. Утюг, ну, в целом, как и во всем мире. Готовили на костре. В небольших горшочках. Ой, какие тяжелые чугунные. Столовая мебель сделана из iron wood, из железного дерева. Ни одно кресло даже, ну, вряд ли нет. Я не смогу его поднять, оно очень тяжелое. А стол, я даже не представляю, сколько весит. Из первого дома сделали мостик, и сейчас мы находимся во второй части дома. Здесь гостиная, столовая, которую я снимала до этого. Это кресло просто для отдыха, это не для рождения детей. Еще одна комната. And who's in this photo? The Silent family. This was their office. But here an old radio, old typewriters, vintage Fans GE, more than 50 years old. Старый вентилятор, который работает до сих пор. Это у нас радио старое, это печатная машинка. Видите, какое качество было вентилятора, до сих пор работает. И старый телефон. Так, и последний этаж, практически подвал, можно сказать. Ну да, это подвал. We have here a diorama that shows the early Bataan here 8th and 19th century. That triangle was their plaza, and now it's the Cebu Heritage Monument with lots of statues outside. And there's a church, but unfortunately it was demolished, and it's now the fire station. And this 1730 Chelsea House, or this museum, is this one. Before it used to be as beautiful as that Yes, one. but now it's many building close to house, and it's really too hard to find you. Yes,
Это макет старого Сибу. Показан вот этот домик 1730 года, один из самых старинных. И здесь тоже достопримечательности. Ну, а на этом наша экскурсия закончилась. Я считаю, что для 100 песо не так уж и плохо, потому что ты платишь не только за вход, но еще и здесь проводят экскурсии, потому что в прошлом музее мы практически ничего не узнали, так посмотрели на старинные экспонаты, это было интересно, но с экскурсией интереснее всегда. Сейчас мы подошли к кафедральному собору, который был построен во времена испанской колонии и был резиденцией филиппинского епископа. Это главный кафедральный собор города Сибу. Здесь проходят различные торжества, такие как свадьбы, венчания. Вообще он был разрушен во время Второй мировой войны и отстроен заново в 50-е, 60-е годы. Сейчас мы вышли из собора, видели небольшие кадры с церемонии свадебной. Удалось поснимать. Здесь постоянно проходят торжества у филиппинцев. Ну и перед церковью мы оказались в небольшом саду, тоже очень красивым. Сейчас мы находимся в саду у церкви Санта-Нинья, которая так названа в честь фигурки Иисуса Христа, которую когда-то Магеллан подарил местному вождю, и теперь это считается главной святыней на острове Сибу, к которой стремятся приехать все люди, поэтому здесь достаточно многолюдно. А талисманом считается, потому что эта фигурка при пожаре оказалась единственной уцелевшей, поэтому ей все поклоняются. А Санта-Нинья в переводе с испанского обозначает «священный ребенок». Сама эта фигурка маленького Иисуса Христа расположена в этой церкви. К ней можно подойти, она находится в витрине, за стеклом. Там нельзя снимать, но местные приходят, чтобы помолиться, потому что она приносит счастье себе и своим близким. Только что мы с вами проходили мимо открытой площадки со свечками, куда паломники приходят и ставят свечи на многоярусных витринах. И совсем рядом мы уже пришли к кресту Магеллана. То есть это очень известное место, которое сейчас вам покажем. И Томочка немножко про него расскажет. Еще одной важной достопримечательностью города Сибу является крест Магеллана. Он располагается в часовне, которая находится рядом с базиликой Святого Нинью. И поговаривают, что дотронувшись до этого креста, можно излечить практически все болезни.
Местные охотно в это верят, поэтому приходят сюда, фотографируют главную достопримечательность и молятся о здравии. После базилики направляемся в сторону порта, чтобы посмотреть еще несколько достопримечательностей города. Все достопримечательности, которые мы сегодня посетили, находятся в пешей доступности. Буквально 200-300 метров максимум мы прошли. Сейчас мы уже заходим на площадь Независимости. Сама площадь большая, широкая, но особо достопримечательностей здесь как таковых нет. Только лишь красивые деревья, растения, не очень много людей. Можно чуть-чуть прогуляться, а дальше мы пойдем уже в форт. Я знаю, что это излюбленное место молодежи. Они любят здесь гулять, проводить время, устраивать встречи. Но сейчас она весьма немноголюдная. Все, мы уже возле форта, который называется Сан-Педро. Был построен испанцами в 18 веке. Форт Бастион. Приходят, встречают вот такие вот стражники, которые за дополнительную плату готовы с вами сфотографироваться. Непонятно, с чего вдруг нам так несказанно повезло, но на входе нам сказали, что с 4 до 5 вечера вход в форт бесплатный. То есть нам не пришлось платить, а стоимость была весьма символическая – 30 песо. Но, с другой стороны, как мне кажется, когда ты платишь 30 песо, с тобой ходит бесплатный гид, которые сидели при входе. Поэтому мы без гида. Хотя с гидом иногда бывает интереснее. Да, но форт небольшой, поэтому я думаю, мы здесь сами прогуляемся, все посмотрим. Этот форт выполнен в форме треугольника и считается самым маленьким на Филиппинах. Мы еще были в каком-то форте в Маниле, но я, к сожалению, уже не помню. Но наверняка он был немного больше, чем этот. Сейчас по лестнице мы поднялись на 2-й этаж. И здесь видно часть города, как раз вот площадь Независимости, в которой мы с вами только были. Ну и шумные кварталы неподалеку. Центр города Сибу. Местные ребята здесь играют в волейбол. Кто-то просто сидит на лужайке. Проходят занятия по карате. А впереди еще мы видим здание порта. Вот здесь расположен порт, откуда уходят все суда. И, собственно говоря, куда и мы приплыли с вами не так давно, с острова Минданао. Прогулка по форту была очень приятной, особенно учитывая, что сейчас время заката, и здесь невероятно красиво. Особенно цветы, растения, за которыми здесь ухаживают, и это видно. Поэтому место мы вам рекомендуем. Если говорить, в общем, об нашей прогулке по Сибу-Сити, то тут немножечко спорно. Конечно же, интересно было прогуляться по музеям и посмотреть соборы. Но когда мы переходили от одной достопримечательности к другой, нам встречалось очень много бездомных людей, очень много попрошаек, улицы грязные, неприятные запахи канализации. Поэтому получилось весьма спорно, но, с другой стороны, интересно. Сейчас мы отправляемся на ужин. Сегодня у нас будет необычная кухня для нас. Мы поедем в ресторан арабской кухни. Сейчас мы от форта добирались на такси до нашего ресторанчика. Конечно, здесь постоянно идут пробки, постоянный трафик. Мы ехали 3-4 километра, минут 20, наверное. Ну, заплатили, конечно, за это недорого. Порядка 130 песо, вот, но все равно.
начнем, ребята, с пиццы. Здесь ливанская пицца. Это с добавлением колбасы, которую называют суджук. Это знаменитые колбаски у тюркских народов. И вторая пицца у нас с сыром и кунжутом. This one is the hot appetizers. Вы скажете, что мы делаем в кафе шаурмы, что вы нам будете это обозревать? Да, будем, потому что это кафе занимает почетное 4-е место в рейтинге TripAdvisor. Открылся этот ресторанчик в 2015 году и стал очень популярным не только среди местных, но и среди туристов. Посмотрите, какое интересное и обширное здесь меню. Здесь не только шаурма, но еще и различные пирожки, салаты, хумус. Мы взяли всего по чуть-чуть, вам подробно это покажем. Немножко пообщались еще с владельцем этого ресторана, он из Ливана и нам рассказывал тоже про свой ресторан. Ну да, нечто похожее на пиццу. Тесто, видно, уже готовое. Не знаю, как оно правильно называется. Да, основа. Колбаска суджук. Весьма оригинальные томаты идут, огурчики и чесночный соус. Я думаю, такой закуской, правда, как бы мы не наелись. Давайте сразу попробуем вторую. Мы просто завтра будем в дороге и решили, что мы не просто здесь поужинаем, а еще возьмем еду с собой, поэтому у нас так много блюд сегодня. Да, здесь, как Томочка уже сказал, идет сыр, кунжут и что-то еще, какое-то специальное. Посыпка, зелень. Да, какая-то специальная еще рецептура, в общем. Ну, слушай, оригинально, но такое ощущение, Она не сладкая? что это как инжир вообще. Угу, возможно, То да. есть, возможно, это, друзья, инжир. Сыр и инжир. Ну, очень вкусно и интересно. Похоже на инжир, но в действительности здесь кунжут, орегано и лимонный уксус. Очень вкусно. Мы взяли небольшие себе закуски, которые сейчас попробуем. У нас есть два вида хлеба, один похожий на хворост, а второй вид хлеба я попробую с маленьким хлебушком, чтобы попробовать побольше. Это у нас закуска, которая называется бабу гануш, и готовят ее из баклажана. Не просто из баклажана, а из баклажана на гриле. Следующее – это салат. Мы часто его пробовали в Турции, готовится из помидор, зелени и чеснока. Знакомый вкус. Дальше у нас идет хумус. В последнее время мы его очень полюбили, и здесь, конечно же, он очень качественный. Последняя закуска называется фатуш. Салат из помидора, огурцов и маленького хвороста. Также в виде закусок у нас небольшие пирожочки, всего по чуть-чуть. Итак, пробуем первый. Это с сыром. Кстати, к ним еще идет соус. Да, можно макнуть соус, либо это у нас чеснок острый, и либо обычный гарник, то есть обычный чесночный, да, то есть что-то типа того. Сыр плотный. Ну, за счет того, что это приготовлено, видимо, как-то в печи, да, или что-то где-то. Да, это печеные пирожки. Да, он внутри сыр расплавляется, да, но имеет такую плотную текстуру. Давайте перейдем к следующему. Это у нас со шпинатом, если я не ошибаюсь, пирожочек. Давайте его макнем, допустим, в острый соус. И шпинат, надо сказать, непростой. Шпинат такого красноватого оттенка. Обычно он бывает зеленый у нас, да? Вот здесь смотри. Возможно, с добавлением перчика. Ну да, но в любом случае это интересно и вкусно. То есть, конечно, красный цвет немножко заставляет задуматься, что там есть какая-то свекла, но не знаю, вот.
Шпинат, видите? Шпинат, лучок, видимо, небольшой. Неплохо, неплохо выглядит. Идем дальше. Берем небольшие пирожки из говядины. Соус действительно отличается. Если здесь обычный чесночный, то там действительно острый. Ну, не прямо уж жгучий, но остроту вы почувствуете. Очень приятно. Идет такая крупная панировочка, а сама говядина внутри находится, знаете, как такое запеченное внутри, как начинка. Давайте еще раз. По внешнему виду похоже на бразильские пирожки, либо действительно эмпанадосы. Ну, это, в принципе, все можно назвать пирожками. Но мне прям вот это, наверное, больше всего пока нравится. Помимо того, что это с говядиной, еще и сама структура очень приятная. Вот это панировочное тесто просто волшебное. Ну и давайте попробуем последний. Это уже более местные спрингроллы. Спрингроллы с курицей, но курицу, надо сказать, опять же, красного цвета. Видимо, они туда добавляют что-то очень похожее. Как и в шпинат, так и в курицу добавляют что-то. Либо маринуют с чем-то, либо обжаривают. Я думаю, чуть позже мы спросим, что они туда добавляют, и вам расскажем. Ну, курица очень нежная, знаете, прям есть вот рваное мясо, а это рваная курица внутри. То есть такими прям тонкими струйками. Очень нежно. Хочу тоже попробовать бабгануш, закуску из баклажанов и хумус. То, что до этого пробовал Тома. Это правда вкуснятина. Хоть мы с тобой баклажаны особо не любим, но и эту закуску пробовали. Да, но было в не очень удачном ресторане, да, на Сергала. Здесь вообще классно. Оливковое масло здесь. Она здесь очень насыщенная. Ну и, конечно же, хумус хочу попробовать. Обязательно. Уникальное блюдо, которое мы раньше с Кириллом вообще не понимали, и оно нам не нравилось. На самом деле, так часто бывает, когда какое-то блюдо тебе не нравится, а потом спустя время ты его распробуешь. У нас такое было, ну, не знаю, и с дурианами, да, и что-то еще мы с тобой не любили, по-моему, помимо хумуса. Папайю. Папайю, да, мы не любили, да. Вот. Ну, возможно, нужно как-то еще правильно пробовать. Да, вот папайю мы любим холодную и с лаймом. Ну, сейчас давайте уже про хумус. Также и хумус надо пробовать в правильных местах. Да, очень вкусный хумус. Ну, здорово, что хумус пользуется популярностью не только в Израиле, да, еще и в Ливане, оказывается, потому что здесь в основном ливанская кухня. Но она... Ну, Ливан располагается рядом с Израилем, поэтому... Да, ну и Ливан рядом с Израилем располагается, а эта кухня нам очень сильно располагает. Попробуем салат тропикали, который называется. Я вижу здесь манго, огурцы, помидоры и что-то похожее на сыр, видимо, обжаренный. Да, это сыр, мне кажется, это козий сыр. Салат вкусный, все овощи свежие, необычные специи. Такой салат мы еще не пробовали. Друзья, помните, я обещал, что узнаю, почему красные ингредиенты, почему курица и шпинат выглядят немного покрасневшими. Так мы уточнили, и, оказывается, добавляет некую специю, которая называется сумак. Если вы слышали о такой специи, ставьте лайк, друзья. Но если не слышали, тоже ставьте лайк за то, что я вам это все рассказываю. То есть это специя дерева сумак, ее трут и мнут. Она из ягод этого дерева. Да, и она похожа по вкусу немного на лимон.
ее добавляют именно потому, что это как сухой лимон. Потому что если добавлять лимон, то будет немножко влажный, как нам объяснили. Вот, блюдо. А так, поскольку этот сумак добавляют в сухом виде, вот, идет как специя, то получается немного лимонный вкус и придает, соответственно, красный окрас этим блюдам. Также в этом ресторане есть доставка еды, поэтому если вы проголодаетесь, вы можете заказать блюдо себе домой. Вот по этому телефончику, по этому контакту. Оставим, конечно же, тоже ссылку в описании, но много не берите, а то объедитесь так же, как мы. Если вы думали, друзья, что это все на этом, то вы глубоко ошибаетесь, потому что мы не могли не попробовать по-настоящему, наверное, бестселлер данного ресторана. Это шаурма, собственно говоря. Причем это не просто шаурма, а это премиум шаурма. Да, у меня это называется врап. Интересный кебаб. Он из баранины и говядины. Прям, знаете, настоящий кебаб. Очень плотный, красивый. Внутри также присутствует зелень, томаты. Ну, это действительно вкусно. Теперь понятно, почему этот ресторан пользуется такой популярностью. Вряд ли своих закусок, которые были тоже вкусные. Но именно врап прям потрясающе. Знаете, вот, наверное, в Турции, да, мы пробовали что-то похожее. Да, там были очень вкусные. В Казахстане, кстати, тоже, помнишь, были вкусные, с картошкой подавали. Да, поэтому врап потрясающий. Сейчас еще попробуем другие, потому что мы взяли на пробу еще несколько вариантов. Да, мы взяли с курицей, которая готовится в качестве соуса. Здесь добавлен йогурт. И маленькие шаурмы взяли еще с фалафелем, курицей и тоже мясом. Очень вкусно. Нежная курочка, картошка внутри и огурчик. Похоже, шаурму мы ели в Казахстане, как раз таки тоже добавляли картошку именно внутрь шаурмы. Всю шаурму, которую мы сегодня съедим, мы с удовольствием возьмем ее с собой, потому что завтра нам ехать в новое место, нам предстоит долгая дорога, а сейчас мы перемещаемся на веранду, потому что в этом кафе также есть еще кальян. Поэтому продолжим наш вечер. Кстати, по поводу цен. Шаурма здесь в этом заведении стоит от 150 песо, но это за маленькую. Вот такой сет из 3 шаурм стоил... Сколько он стоил? 400 песо, да. Также одна шаурма, если большая, стоит порядка 300-350 песо. То есть цены, ну, может быть, повыше, чем, скажем так, и в Турции, да, и, казалось бы, шаурма, но просто на Филиппинах не так много такого качественного мяса. Ну, конечно, кальян не такой качественный, как у нас, наверное, в России, но... Но все равно неплохо. Вообще, это первое место, где мы встречаем кальяны на Филиппинах. А внимание, мы на Филиппинах уже больше 3 месяцев. Но не забывайте, друзья, что курение вредит вашему здоровью. Приятный был сегодня день, хорошо погуляли по Сибу-Сити, вкусно поужинали. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы по Филиппинам или путешествиям, обязательно пишите их в комментариях. С вами мы увидимся уже на севере острова Сибу. До скорых встреч. Пока.